Здравствуйте, я представлюсь. Барашкин Петр Алексеевич, врач-эксперт компании Triton Electronics. Сегодня я вам расскажу о приборе МГ-06. Прибор состоит из монитора, самого блока и блока питания. Прибор предназначен для оценки степени угнетения коры головного мозга. Аналоги, которые используются в мире, имеют несколько другие названия. Это как BIS-мониторы, мониторы энтропия. Эти приборы позволяют оценивать электроэнцефалограмму и по обработке этого сигнала показывать степень угнетения коры головного мозга. Что мы здесь видим на экране? У нас в данном приборе 4 экрана. Первый экран – это мониторинг, непосредственно показывает те показатели, которые прибор оценивает. Это индекс AI, электромиографическая составляющая, качество сигнала и коэффициент выпадения сигнала. Также здесь мы видим спектральный анализ электроэнцефалограммы и кнопка временного отключения звукового сигнала тревог. На экран мы можем выводить дополнительно тренды, помимо тренда индекса AI и миографической составляющей, мы можем сюда выводить дополнительные тренды. Эти тренды мы можем заводить из меню, из экрана настроек. То есть это high frequency, высокочастотные помехи, сетевые помехи 50 Гц, коэффициент выпадения сигнала и индекс качества сигнала. То есть в данном случае я просто сейчас покажу, как это делается. Нажимая на эти окна, в данном окне мониторинга появились эти кривые. То есть я их могу отключать, либо включать и оценивать. Значит, что касается спектрального анализа. Спектральный анализ позволяет оценивать именно частоты электроэнцефалограммы, потому что визуализация самой электроэнцефалограммы малоинформативна. Как вы видите, это просто кривая. Ее оценить невозможно. Поэтому мы разбиваем на спектр, и уже врач может оценивать, какие частоты в данный момент, преимущественно в данный момент снимаются электродами. То есть это позволяет оценивать и визуализировать. Что касается индекса, индекс активности головного мозга AI позволяет проводить анестезию и седацию, объективизируя показатели активности коры головного мозга. В данном случае мы видим индекс 53, от 40 до 60 – это хирургическая стадия наркоза. Электромиографическая составляющая в данный момент мы видим 35. Если она повышается больше 50, мы это оцениваем, как больной просыпается. Качество сигнала в данном случае, вот у нас циферка стоит 91, это очень хорошее качество сигнала. Даже при 50% сигнал можно оценивать как достоверный. И коэффициент выпадения сигнала в данном случае 0. Значит, наркоз не очень глубокий, и выпадение сигнала – это, по сути, прямая линия на электроэнцефалограмме. Второе окно, которое мы с вами можем выводить сюда, это окно трендов. В данном окне всего 2 тренда будет. Это электромиографическая составляющая и индекс активности головного мозга. Значит, вверх-вниз переключаем участки именно трендов, которые разделены по масштабированию в минутах. Мы можем несколько трендов просмотреть. Всего трендов у нас здесь оценивается 24 часа, одни сутки. Значит, можно сдвигать эти тренды, просматривать как по временной шкале, так переключаться между трендами предыдущий или следующий тренд, и также масштабирование трендов. Окно настроек. В данном окне мы с вами можем, я уже показывал, значит, переключать график между спектральным анализом и чисто графиком электроэнцефалограммы. Ширину окна можем переключать, высоту электроэнцефалограммы, пороги, верхний и нижний порог, которые мы можем настраивать, соответственно, громкость сигнала и выведение трендов, о которых я говорил чуть ранее. То есть это высокочастотный тренд, тренд помех сетевых, качество сигнала и коэффициент выпадения сигнала. И четвертое окно – это оценка. Оценка качества наложения электродов. Они по цвету у нас отличаются: желтый, зеленый, черный. Мы видим здесь импеданс. Здесь ниже есть кнопка измерения, мы можем ее включить.
То есть в данный момент мы проводим как бы апгрейд вот этих числовых значений. То есть в данный момент мы провели, посмотрели, какие частоты, какое сопротивление в омах, какие частоты сейчас помех здесь присутствуют. Это все производится в этом окне. Данный прибор МГА-06 использует для снятия потенциала детские ЭКГ-электроды, которые по цене достаточно дешево, в отличие от производителей других, которые используют электроды в виде ленты. Электроды накладываются на лобно-височную область. На лобную накладывается желтый электрод, на височную зеленый. Черный электрод накладывается между этими двумя электродами.